Для насыщения жажды реализации себя в творчестве, мы с супругой решили построить мастерскую. А это серия видеороликов, в которой мы наглядно показываем все этапы ее строительства с подробными комментариями. А вдруг у вас тоже чешутся руки что-нибудь смастерить, то здесь вы зарядитесь мотивацией. Каким трудом нам все это дастся? Получится ли сделать что-то реально удобное и функциональное? Да и во сколько обойдется весь этот проект в целом в сегодняшних реалиях? Ответы на эти вопросы мы познаем в процессе строительства мастерской и делимся с вами. Всем привет, это канал MyGalaxy о строительстве и обустройстве собственного дома. Приятного просмотра! В прошлой серии мы дали старт этому проекту, частично заготовили материалы, полностью опустошили гараж и наконец-то разобрались с ненужным хламом, а для временного хранения нужных вещей соорудили простенькие стеллажи. Установили токарный станок и подготовили его к бетонированию. Полностью очистили старый сарай, да в принципе снесли его до основания. Именно при сносе стен сарая у нас образовалась огромная куча строительного мусора, состоящая в основном из битого кирпича. Еще до сноса сарая мы подсчитали ее объем. И по грубым прикидкам, этого должно было впритык хватить на подсыпку основания под мастерскую. А это около 16 кубометров объема и около 30 тонн веса, который нам предстояло разбить, перенести и уложить вручную. Потому что задействовать какой-нибудь микроэкскаватор нам не представлялось возможным. Его днем с огнем в нашем маленьком городке не сыщешь. А какой-нибудь трактор перековеркал бы весь двор, и у него бы вряд ли получилось бы засыпать кирпичи, не разрушив хиленькую ограждающую опалубку, которую мы изготовили заранее. Цель этой опалубки – создать более-менее ровный параллелепипед из строительного мусора, который будет держать бетонную площадку под мастерскую. И этим же бетоном мы зальем ленту по периметру, для того чтобы все это не разъехалось. У самой опалубки кирпичи мы выкладывали аккуратно, часть из них так или иначе прольется бетоном и тоже укрепит периметр, а при хаотической засыпке убережет опалубку от разрушения. Верхняя доска этой опалубки также служит ориентиром уровня, до которого нам нужно заполнить весь этот объем. Ранним утром, выходя из дома на задний двор, нам открывался объем предстоящих работ, к которым мы с женой приступили с заряженным энтузиазмом. Вообще, хороший настрой при любой работе может существенно облегчить ее выполнение, немножко соврав своему организму, что тягание кирпичей – это та же спортивная тренировка, процесс реально шел бодрее. Для начала остатки стен я разбил на меньшие переносимые куски. Как показывает практика, лучше сделать больше ходок с мелким весом, сжигая лишние калории, чем тащить большие куски, надрывая спину и изнашивая суставы. Расстояние от кирпичного побоища до засыпки было небольшим, и там, где это было возможно, мы не использовали тачку, а просто перебрасывали кирпичи внутрь опалубки. В общем, где-то половину всего этого объема мы перекидали таким способом, а более дальние кирпичи перевозили на тачке, соответственно, в более дальний угол.
Роль обычной садовой тачки в частном доме сложно переоценить. Мы ее используем буквально при любых маневрах на участке. Если где-то нужно что-то переместить, нет смысла тащить это в руках. Тачка реально выручает. Конечно, до этого у нас была советская тачка, которая служила десятилетиями, а эта современная не продержалась и года. И на этих кирпичных работах у нее разошлись все сварочные прихватки по дну. Металл мы немного подрихтовали и по-быстрому закрепили дно саморезами-бложками. Эта оживляющая процедура закрепила дно, но потом у тачки начала отваливаться вся верхняя обвязка из квадратного прутка. Саморез в 8-миллиметровый монолитный квадрат не вкрутить, поэтому весь периметр мы проварили как бы намертво. Чуть позже начало отваливаться крепление колесной оси, укрепили и его. Сменили уже 2 пары колесных подшипников, да и резина на колесах вряд ли протянет второй год. В общем, ностальгия по старой советской тачке все чаще нас пробирала. Потом из старых дверей сарая сделал подобие пандуса, чтобы тачкой можно было заезжать наверх и просыпать крупные бои кирпича более мелкие. При этой засыпке уровень внутри площадки мы ориентировали по шнуру, который выставляли на уровень чистового бетонного пола. По сути, старались выдерживать зазор для бетона в пределах 10-12 сантиметров. Кроме калорий и лишнего жира, эта веселая работа съела у нас около 10 пар перчаток и даже несколько пар обуви. С тасканием кирпичей мы справились за 1,5 дня, и в конце этой работы было приятно осознавать, что один из самых тяжелых этапов этой стройки уже позади. Ну что же, сарай мы убрали до основания, а его объема как раз впритык хватило на всю засыпку под мастерскую. В углу мы, правда, оставили место, где доложим эту пачку старого шифера еще и шифером с гаража. Также мы очистили и сохранили немного кирпича, которым в последующем заложим старый дверной проем в гараж. Его расположение в этом месте нам не подходит. Вывод канализации под умывальник решили не вмуровывать бетон и защитили его куском трубы большего диаметра. Еще раз проверили уровень канализационного люка, который точно совпал с нулевым уровнем чистового бетонного пола. Также после сноса сарая у нас осталось достаточно годных досок, чтобы соорудить уже наружную опалубку для бетона. Да, хотя сарай мы уже снесли, но у нас еще остались нерешенные дела с его фундаментом, так как он пересекается с будущей подъездной площадкой. Полноценным фундаментом эту конструкцию сложно назвать, ведь не зря же сарай был покрыт громадными трещинами. Наметив шнуром габариты будущей площадки, все выступающие за ее пределы части фундамента, а также бетонный пол, я убирал с помощью отбойного молотка. Старался пробить все до основания, в этом месте у нас будет подобие газона. Арматуры в этой конструкции не было, так что крошилось все достаточно легко, и за пару часов мы все это дело разбили. Основание под площадку просыпали мелким боем кирпича и немного протрамбовали, но все же по всей площади остались крупные щели и дыры, куда может бездонно проваливаться жидкий бетон. На его чистовой поверхности образовались бы множество кратеров, естественно бетонная плита получилась бы более пористой, да и рассчитать точное количество бетона не получилось бы, поэтому всю площадку мы решили плотненько просыпать песком.
В начале мая погодка подкинула нам сюрприз в виде выпавшего снега, хотя в нашей местности такой катаклизм большая редкость. И когда снег растаял, нашему взору проявилась еще одна удручающая картина в виде груды металлоломного мусора, которая мозолила наши глаза уже очень долго. Лежа у старого сарая, она была не столь заметна, но сейчас, после его сноса, эта одинокая куча реально раздражала. Настал момент с нею разобраться. Сюда мы выбрасывали остатки труб, старые автомобильные запчасти, нерабочий инструмент, ушатанные двигателя, в том числе от стиралок. Однажды у меня даже проскочила мысль, глядя на все это добро, что это нескончаемый кладезь для видео на тему «Не выбрасывай эту штуковину, не посмотрев это видео» или «Лучшая самоделка из движка от стиралки» или так. Сделал себе в гараж, но жена забрала себе в спальню. Соседи были в шоке от увиденного. Естественно, это помутнение быстро прошло, и единственный правильный совет в подобной ситуации – выбросить все это в хлам, ну а в нашем варианте отвезти в металлолом. При этом мы, конечно, перебрали кучу и отсортировали цветмет. В основном это был алюминий. Также мы сохранили бетонное кольцо, так как есть желание сделать новый садовый туалет. И последняя ходка на чермет-базу была с полным прицепом дюрали и алюминия, и мешочек меди. В общем, вся эта куча не пошла прахом, а компенсировалась наличкой в эквиваленте $500. Так что пока что затраты на мастерскую составляют плюс $500. Хотя львиная доля этой суммы пришлась не от 3 груженных прицепов, а от того самого маленького мешочка меди весом в 40 килограмм. Следующим этапом стало подключение водопровода к мастерской. Для этого прокопали траншею от будущей мастерской к колодцу. Здесь у нас уже присутствовал выход воды на улицу, и мы просто сделаем к нему врезку. Для подключения будем использовать обычную полипропиленовую трубу под пайку. Постоянное отопление в мастерской не планируется, так что водопровод будет работать только в теплые сезоны. Поэтому трубу нет смысла вкапывать на глубину промерзания, и мы сделали мелкую траншею. Внутри колодца, кроме самой врезки, мы впаяем сливной кран, который позволит сливать воду на зиму с этой ветки прямо в колодец. При этом идеальные уклоны самой этой подводящей трубы мы не выдерживали. Даже если с нее не сольется вся вода на зиму, она должна выдержать заморозку. Ну что же, ни умывальника, ни самой мастерской еще нет, а вода с канализацией уже присутствует. Трубу немного просыпали песком, чтобы ей мягче лежалось, и засыпали грунтом. На следующем этапе мы пустим гараж во все тяжкие, разберем его до голых стен и начали эту эпопею с демонтажа усердно сопротивляющихся ворот, а после приступили к разборке крыши. Помощь на эти забавные демонтажные работы ко мне напросился мой лучший друг, и я не смог ему отказать, решив разделить с ним этот кураж. Весь шифер мы почти аккуратно сорвали и похороним его под будущей бетонной площадкой. Чистить и сохранять его особой нужды не было. Для хозяйских нужд у нас есть пару десятков новых листов, а для будущей кровли мастерской выберем более современный материал.
Фронтоны здесь также были изготовлены из волнового шифера. Их мы просто разбили и пустили на засыпку под подъездную площадку. Для срывания досок об решетки использовал кусок мощной рейки. Применяя ее как рычаг, упирая в стропила, доски отрывались легко и контролированно, то есть меньше шансов улететь с крыши вместе с сорванной доской. Там, где нужно, этой рейкой можно и отбить доску, нанося продольные удары. Да и в общем оказалось, что рейкой работать легче и быстрее, чем тем же гвоздодером. Стропильные треугольники положили здесь же на крыше, а из сорванных досок опалубки старались сразу же вытаскивать гвозди, так как в подобных работах всегда есть шанс наступить на ржавый гвоздь, и жалко, что нас этому раньше научил как раз реальный опыт, да и неоднократный. Сволока с стропилами сбросили на землю и далее приступили к их разборке. С теперешними ценами на пиломатериалы эта древесина сейчас уже кажется вполне себе годным материалом, который можно и сохранить. Под прошлым видео нам писали, что такое дерево живописно будет смотреться на колоритной беседке, и мы решили прислушаться к этому совету. Основную часть дерева для мастерской мы заготовили еще прошлой зимой, до небесного подорожания цен на пиломатериалы. Я искренне радовался, что сделал это заранее, сэкономив на дереве втрое, но при этом грыз себя, что не закупил и весь металл на мастерскую, а ведь он подорожал почти в столько же. На следующем этапе мы приступили к созданию наружной палубки для бетонного основания. Для нее мы выбрали из старых досок более-менее ровные, и из них вытащили все гвозди. После водяным уровнем отметили нули, подправили положение колышек и натянули леску, по которой будем контролировать изготовление палубки. Сначала, ориентируясь на леску, забили в землю несущие колышки с шагом примерно в 1 метр. На расстоянии сантиметров 80 забивали опорные колышки, к которым закрепим диагональные подпорки. Для верха опалубки использовали новую ровную доску, которую прикрутили к несущим колышкам, ориентируясь на ту же леску. Леску, кстати, натянули на 1 см выше опалубки, там доски ее не цепляли и не искажали ее положение. После монтажа верхней доски по периметру закрепили речные диагонали. Далее к несущим колышкам прикрепляли остальные доски, формируя щит опалубки прямо на месте. Между опалубками мы выдерживали расстояние в 12 см, что сделает бетонную заливку по периметру такой же толщины, как и сама площадка. При неспешном заполнении ее бетоном, особенно если бы мы заливали его вручную из мешалки мелкими порциями, как это делали, например, на доме, такая опалубка спокойно держалась бы. Но здесь мы заливали бетон из миксера, да еще и заказали его с высокой подвижностью. Поэтому эта опалубка подкинула несколько сюрпризов в процессе бетонирования. Далее мы приступили к формированию уровня под подъездную площадку. Здесь перебрасывали остатки фундамента сарая, формируя заданную плоскость.
стены гаража будем наращивать высоту, соответственно и проем для ворот сделаем более высоким. Старую раму для ворот демонтируем, стальные уголки сохраним, далее они нам еще пригодятся. Также в этом месте мы убрали часть бетонного пола, который торчал бугром, чтобы у новой бетонной заливки здесь получилась бы хоть какая-то толщина. При этом смотровую яму гаража мы забросали строительным мусором. За последние лет 10 ею никто не пользовался. По соседству есть хорошие автомастера, у которых обслуживать авто проще и быстрее. Для новой бетонной заливки из уголка сформировали жесткий порог, который будет вровень с полом в гараже и на 2 см выше наружной площадки. Так вода не будет попадать внутрь гаража, а при небольшом 2-сантиметровом перепаде мы обойдемся без заездного пандуса. Далее нам предстоит армировка и бетонирование основания, подготовка и бетонирование подъездных площадок, изготовление каркасных стен, 6-метровых ферм перекрытия и самой кровли, а также полное обустройство всей мастерской под ключ. Продолжение этих работ уже скоро вы увидите в следующих видео. Мы надеемся, это видео показалось вам стоящим, и вы поддержите его продвижение своим репостом. С вами были Гена и Вита, увидимся в следующем видео.